Всем привет! Выдалось немного времени. Хотел заняться арками. Суть в чем? Даже несмотря на лифт кузова, вот лифт у нас 50 сантиметров, арки все равно задевают о резину. Резина задевает об арки, и происходит вот такая нехорошая штука. Задача вот до сюда расширить арки, подрезать, но сначала попробую загнуть. То есть вот этот бортик загнуть вовнутрь. Посмотрим, что получится. Ну что, загнул я при помощи молотка и чьей-то матери это крыло. Так оно выглядит. Колесо не снимал, поднял на домкрате просто, чтобы подход был. В принципе, ничего сложного, вроде получилось неплохо. Прокатимся, проверим, будет ли задевать. Если не будет, то установим расширитель. Вот так получилось у нас заднее колесо. В принципе, по-моему, неплохо. Согнули. Будем надеяться, что этого хватит. Вариант подгиба задних арок. Так у нас получилось здесь. Так, проверили, нигде ничего не трет. Сейчас будем ставить расширители. Еще раз покрасил место, где будет он крепиться. Отрезаем по размеру. Так вот он выглядит. Профиль такой. Сюда можно вставить проволоку, чтобы дать форму, придать ему форму. Но у меня будет не такой большой, так что мне это не надо. Это будет крыло крепиться. Сюда мы засунем пластины. Сюда засунем вот такие пластины. Металлические были в комплекте. И саморезами уже закрепим крыло. С этой стороны брызговик ставить не будем, это заднее крыло. Вот для удобства снял колесо. Брызговика здесь не будет. Сейчас попробуем смонтировать. Пластины поставили заранее. Получилось 7 штук. Сейчас закрепим вот такими саморезами. Посмотрим, что получится.
Так, поставили расширитель. Вот изнутри как бы так получается. Делал по 3 самореза. Где не хватало, по одному саморезу уже через шайбу. Как-то так. И спереди. Спереди вот он выглядит. Так, ну спереди поставил подкрылок. Подкрылок поставил родной. Вот, потому что металлической защиты нету. А грязь тут периодически бывает. Чтобы защитить от грязи, пока поставил его. Вот изнутри так. Вот подкрылок закреплен. И сам расширитель выглядит как-то так.